На днях Руслан Левиев и его команда Conflict Intelligence Team обратили внимание на примечательный документ, выложенный на сайте правительства Рязанской области. Эту же бумагу, но уже с печатью, можно найти и на государственном портале правовых актов, а значит, перед нами не взлом и не фейк. Суть такая. Губернатор Рязанской области Павел Малков постановил, что в период до 20 сентября этого года все компании, предприятия, фирмы и учреждения, как государственные, так и частные, в которых трудится от 150 до 300 работников, все они должны сдать в армию не менее 2 человек. Если работников от 300 до 500, следует сдать 3, если 500 и более 5. Сегодня поговорим, как по всей России набирает обороты так называемая скрытая мобилизация, и о том, зачем она нужна Путину. Но перед тем, как начнем, скажу, что в описании под роликом вы найдете способы, как обойти российские блокировки. Бесплатные и платные. А также напомню, что можно купить наши книги об истории новой России и Второй мировой войны. Мы сделали хорошее оформление, чтобы книги были не просто источником информации, но и украшением личной библиотеки или отличным подарком. Чтобы изучить историю и поинтересоваться тем, что было, могли и люди, которые не любят читать стены текста. Вы можете купить эти книги и в России. Это абсолютно легально. Ссылка в описании. Постановление рязанского губернатора сформулировано таким образом, что оно не обязует компанию или учреждение приносить в жертву именно своего работника. Не запрещено взять первого попавшегося человека с улицы и отправить его в военкомат. Уговорив, соблазнив деньгами или напоив крепким алкоголем. Это уж на усмотрение юрлица. Можно даже привлечь кого-то из других регионов. Таким образом, на средние и крупные хозяйствующие субъекты Рязанской области, независимо от рода их деятельности, возложена новая функция – стать еще и рекрутинговым агентством. Очевидно, что ни централизованная государственная агитация, ни частные рекрутеры, работающие за гонорар, уже не обеспечивают нужного потока новобранцев. Хотя рекрутеры эти чего только не придумывают. Привести в военкомат пьяницу под шофе, который даже не понимает, что подписывает контракт, или заманить трезвого, но доверчивого человека, обещая ему должность охранника. А уж из рекламных картинок, которыми рекрутеры заполнили соцсети, можно собрать целую галерею. На каждом втором изображении надпись «Не штурма» или «Не штурмы». На каждом первом «Служба в тылу». Ну да, ведь именно в тылу надо чаще всего пополнять солдат. Но, несмотря на изобретательность, частные рекрутинговые агентства уже не дают достаточного количества живой силы для фронта, из-за чего их функции возлагаются на всех подряд. К примеру, Скопинский мясоперерабатывающий комбинат, где 200 человек производят колбасу, должен теперь произвести как минимум 2 новых штурмовиков. Из числа работников или из числа людей со стороны, это не важно, лишь бы 2 бойца. Кто-то скажет, мол, 2 из 200 не так уж и много, 1%, как 1 мармеладка из упаковки или 1 палочка картофеля фри из порции, если помните. Была подобная информационная кампания во время так называемой частичной мобилизации 22 года. Но если напрячь все юридические лица региона, где по штату задействованы 150 человек и более, в бойцы какое-то заметное число людей наскребется. Рязанская область – это регион, где власти решили все сделать официально. Прописали разнарядки, оформили их в виде публичного постановления без графы для служебного пользования. И понятно, что, видимо, тем же самым заняты и другие губернаторы, просто каким-то иным образом стрясают штурмовиков с частных организаций. Что уж говорить о государственных предприятиях и учреждениях. С ними беседы наверняка проводятся. Параллельно с этим продолжается кампания в вузах, колледжах и техникумах. На учебные заведения прям возложена обязанность вербовать солдат именно из числа студентов. Может быть, существуют какие-то лазейки, чтобы найти постороннего человека и отправить его на смерть как бы от вуза. Но это явно не базовый сценарий. Система налажена так, чтобы гнать именно студентов на фронт. Официальная разнарядка нигде не опубликована и не озвучена, но журналистка Фарида Рустемова со ссылкой на источники сообщает: под нож предполагается пустить 2% от всего российского студенчества. Это десятки тысяч молодых людей. Есть информация, что состоялось специальное совещание на эту тему у министра науки и высшего образования Фалькова с ректорами вузов. Если информация верна,
Речь идет именно о встрече за закрытыми дверями. Ее результаты для публикации не предназначены. Тут обратим внимание на слова Дмитрия Пескова. 30 марта этого года он заявил, что новой волны мобилизации нет на повестке дня. 30 сентября 22 он же говорил, что речи о мобилизации нет. И мобилизация началась через неделю после. Здесь действуют правила, по логике немного напоминающие уловку 22. Если в сентябре 22-го речи о мобилизации не шло, то, наверное, и не пришлось бы специально проговаривать, что речи о ней нет. Сейчас Песков говорит, что мобилизации нет в повестке. То же сказал и Дмитрий Медведев. А между тем мобилизация идет и прямо сейчас набирает обороты. Просто в иной форме, чем в 22 году или в начале 23-го. С многомиллионными выплатами и сохранением видимости, будто отсутствует фактор принуждения. Хотя фактор этот есть, просто работает на целевые группы граждан. Например, военные комиссары пользуются беспомощным состоянием людей, ведущих асоциальный образ жизни и страдающих от разного рода зависимостей, что полностью подпадает под понятие насильственных действий. По всей России пытаются принудить к контракту отстающих студентов. Они уязвимы, и система этим пользуется. Отдельный разговор – принуждение к контрактам граждан, которых по какой-то причине задержали и доставили в отделение полиции. Недавно даже произошла маленькая сенсация. Московский юрист Ольга Евстигнеева через суд смогла аннулировать контракт своего 18-летнего сына. Тот поехал из Москвы в Екатеринбург, где был задержан, провел ночь в обезьяннике и наутро оказался с подписанным контрактом. И сенсация тут не в том, что полицейские как-то сделали так, что задержанный проснулся с контрактом. Это история обычная. Уникально, что мать смогла его вызволить. Давно уже перестали быть новостью случаи, когда новых контрактников делают из военнослужащих по призыву. 3 основных способа – это обман, принуждение и фальсификация подписи. Практика настолько широкая, что открыто обсуждается в региональных СМИ, которые не заблокированы в России, имеют лицензию Роскомнадзора и открываются без VPN. О том же прямым текстом говорят и региональные уполномоченные по правам человека, а они, на минуточку, являются госслужащими, встроенными в систему власти. В очень редких случаях им даже удается кому-то помочь. Недавно омбудсмен в Ханты-Мансийском автономном округе Наталья Стребкова отчиталась, что ей удалось спасти срочника, которого заставили подписать контракт. Но случаи спасения единичны, а практика принуждения становится все более массовой. Вновь вспомним показательный случай с 3 сахалинскими призывниками. Был суд, и судебная экспертиза признала факт фальсификации подписей. Но к тому моменту все 3 уже погибли. Все описанное – это и есть скрытая мобилизация. Никто не ловит рабочих на проходной, как это было осенью 22-го. Людей не подкарауливают в подъездах. Сотрудники военкомата не лезут в окна, как это было во Владивостоке. Они не дежурят у станции московского метро. Не совершают обходы квартир в Санкт-Петербурге. А в сельской местности не производят облав в стиле немецких карательных отрядов. Сейчас такого нет. Мобилизация на то и скрытая, чтобы ее невозможно было увидеть, заснять на камеру и выложить в сеть. Чтобы сохранялась иллюзия, будто все произошло добровольно и за деньги. В 22-м единовременных выплат не было, а вот сейчас многомиллионная выплата, как правило, приходит исправно. И не имеет значения, заставили человека подписать контракт или он сделал это по собственному желанию. Начисляется она в любом случае. Из-за чего многие люди не верят, что сейчас кого-то заставляют воевать. Это ж, мол, нелогично. Получается, государство насильно и против воли впихивает человеку миллионы рублей. Разве такое бывает? Чтобы гражданина принуждали взять деньги. Но все становится на свои места, если проследить дальнейшую судьбу выплаченных миллионов. Если раньше мы говорили, что военные и их семьи образуют новый потребительский класс, то в последние годы ситуация другая. Нынешнему новобранцу дают какое-то время подержать миллионы, после чего он тратит их на снаряжение, обмундирование и бесконечные нужды подразделения, которые невозможно удовлетворить. Конечно, значимая часть выплаты денежного довольствия может уйти в кошелек командиру, чтобы тот не отправил бойца в штурм. Но в целом те деньги, что Минобороны платит солдату, оно, по сути, выплачивает себе. Ведь солдаты на эти средства закупают транспорт, дизель-генераторы, дроны, стройматериалы, тепловизоры
И в принципе все, что нужно для войны, и при этом есть свободные продажи. По сути, солдаты закупают все, кроме вооружений и боеприпасов. Z-Telegram трещит по швам от истории про солдатские деньги, и каждая вызывает ощущение, будто речь идет не про регулярную армию с уставом и субординацией, а про бандитские терки, где урки с кликухами вместо имен то скидываются в общак, то качают бабки друг с друга. Это максимально типичный пост, опубликованное обращение жены военнослужащего. Мужу очень не повезло. Он получил выплату за ранение в 3 миллиона, которую редко кто получает. Видимо, это и стоило ему жизни. Можете, я не буду этот пост тут читать, можете поставить на паузу, если хотите, и почитать полностью. История крайне неприятная. В общем, нет противоречия в том, что власти проводят скрытую мобилизацию, но выплачивают рекрутам крупные суммы. Это проклятые деньги, которые все равно надолго у солдата не задерживаются. В этом году журналисты и волонтеры медиазоны пополняют поименный список погибших российских военных просто рекордными темпами. При этом они сейчас в основном разбирают некрологи за предыдущие годы. Список убитых в этом году фактически пуст, там сейчас всего 488 человек. О том, каковы ныне темпы потерь, мы узнаем хорошо, если в 27-м. Уверенно можно сказать одно: они нас потрясут. Z-автор Юрий Котенок, который находится в постоянном контакте с людьми на передовой, в 2 постах от 14 февраля и от 25 марта констатирует: до 90% российских солдат сейчас погибают от украинских дронов еще на этапе выдвижения к линии боевого соприкосновения. Они даже не успевают вступить в бой с противником, потому что не могут до него дойти. Не совсем понятно, считает ли Котенок 90% от численности подразделения или от числа потерь. Но это, в принципе, уже детали. Характер боев и так понятен. Помимо Котенка, десятки других авторов, включая самых крупных, пишут о безнадежном позиционном тупике и о гигантской киллзоне, которую удается преодолеть лишь единичным российским бойцам. Киллзона – это территория между 2 армиями, которую контролируют украинские беспилотники. Вести в таких условиях наступление и сдвигать линию фронта на какие-то километры возможно, и российская армия это делает. Но это все равно, что носить воду в решете. В принципе, осуществимо, но чтобы донести хоть что-то, нужно постоянно доливать воду, причем в огромных количествах. Для ведения такой войны российской армии необходимо как минимум равновесие между числом убывающих и прибывающих. А так-то, вообще, если такую войну вести, новобранцы должны перекрывать потери с запасом, чтобы группировку можно было наращивать. Однако в этом году впервые за несколько лет пошли разговоры, что армейские потери стали превышать набор новых рекрутов. Проверить это предположение пока невозможно, так как нет цифр на руках. И появятся они не скоро. Так или иначе, мы видим, как система пытается изобрести бесшумный пылесос, который в интересах фронта десятками тысяч высасывал бы из страны граждан, не привлекая внимания остальных. Путин не намерен останавливать войну, для которой нужен бесперебойный поток пополнений. Для чего, в свою очередь, необходима новая мобилизация. Не как ограниченная по срокам кампания, а как перманентный процесс. На такой шаг Путин пока не идет, у него через 5,5 месяцев выборы в Госдуму. Но воевать ему хочется. По сути, перед нами несовместная система уравнений, которая не имеет алгебраического решения. Что не мешает системе это решение искать. Вербовка студентов, давление на срочников и административно задержанных, постановление рязанского губернатора – все это примеры того, как система ищет возможности вести неограниченную войну ограниченными средствами. И при этом еще пытается дотащить себя до парламентских выборов. Впереди нас ждут очень интересные 5 месяцев, в течение которых возможны самые необычные решения. Будем следить, посмотрим, к чему это все придет. До завтра.